Как играть в игру, в которой управление полностью построено на печати команд? Где движения, атаки, лечение и даже диалоги буквально прописываются вручную. Где враги рандомно добавляют лишние буквы, а боссы заставляют печатать команды задом наперед. Именно о такой игре я сегодня и расскажу. Когда ты слышишь словосочетание «игровой жанр», что первым приходит в твою голову? Наверное, шутеры, РПГ или, возможно, симуляторы? И это неудивительно, ведь именно эти жанры являются основой большинства популярных игр. Но мало кто знает о таком, не побоюсь этого слова, нишевом жанре, как печатание. На недавнем фестивале Steam я открыл для себя целую вселенную таких проектов, и оказалось, что механика печати может быть основой для чего угодно. От стратегий до хорроров на выживание. Обычно такие игры не пользуются большим спросом из-за своей непривычности и сложности. В них нельзя расслабиться, ведь внимание постоянно сосредоточено и на том, что происходит на экране, и на том, что ты вводишь на своей клавиатуре. Как пример могу вспомнить игру, где система печати работает в контексте Battle Royale. Ты и еще несколько игроков должны печатать текст, пока над вами стоят солдаты, которые сыграют с вами в русскую рулетку, если вы сделаете 3 опечатки. А с каждым разом в барабан револьвера будет добавляться 1 патрон. Победит тот, кто напишет весь текст первым, а все остальные получают пулю в лоб. Интересно. Есть также игра хоррора третьего лица, где каждая точка передвижения обозначена конкретным словом, и чтобы просто подойти к двери или отбиться от зомби, нужно печатать появляющиеся слова. Подобный формат был представлен в мини-игре First to Phasm, поэтому если вы любите хорроры, то возможно вы когда-то видели такую механику. В этой мини-игре нужно отбиваться от пришельцев, печатая рандомные слова. Не нужно передвигаться, но все же концепт вы поняли. И вот однажды, листая Twitter, я наткнулся на подобный проект от разработчика Endoparasitic под названием Camelot 10000 CE, где мы, играя за искалеченного рыцаря в теле киборга, скитаемся по постапокалиптическому миру в попытках вернуть человечество. Если ты не знаешь, что такое Endoparasitic, то, во-первых, можешь глянуть обзор от Эмитрипа, видос с которым, кстати, у меня на канале есть, да-да. А во-вторых, достаточно посмотреть на эту игру, чтобы увидеть почерк разработчика, когда сталкиваешься с его другими проектами. Ведь все они завязаны на извращенных механиках управления и перезарядки. Вот, например, игра, где мы, играя за парня в инвалидном кресле, пытаемся выбраться из комплекса, наполненного радиоактивными монстрами, а управление буквально строится на толкании колес мышкой. Или вот, где 2 клавишами ты отвечаешь за движение каждой ноги, а перезарядка оружия осуществляется через ввод случайных стрелочек. Весьма интересные игры, о них вообще никто не рассказывает, но ссылки на них я оставлю в своем телеграм-канале, так что подписывайся. И, в принципе, там ты меня не потеряешь. И все эти проекты связаны одним простым принципом – неудобное управление. В принципе, как и сам Endoparasitic. Кстати, процесс создания сегодняшней игры разработчик зафиксировал в 2 небольших девлогах. Там говорится о появлении механик, а также о том, что некоторые идеи для игры были предложены комментаторами под этими самыми девлогами. За взаимодействие с аудиторией отдельный респект, конечно. Можешь потом зайти и посмотреть, как это все разрабатывалось, если ты интересуешься созданием игр на Godot. Но теперь поговорим о Camelot 10000 CE. Что это вообще за игра? Как я уже сказал, главный герой — это бывший рыцарь, запертый в теле киборга, который отправляется на поиски Грааля, таинственного девайса, способного повернуть апокалипсис вспять и вернуть человечество к жизни. Игра, кстати, разворачивается в альтернативной артурианской эпохе. По мере прохождения появляется еще один киборг, с которым взаимодействие происходит довольно необычным способом. Мы буквально вводим его же реплики, а он озвучивает их текст-то-спич голосом. Прикольно, конечно. Он становится твоим путеводителем, предупреждает об опасностях и помогает лучше понять собственные возможности. Также в игре есть некий старейшина, который рассказывает о том, как когда-то знал одну женщину, но в какой-то момент она исчезла, как и все люди этого мира. А наша задача — найти Грааль и вернуть человечество к жизни. Однако, идея восстановления человеческой цивилизации не нравится местной фауне и их главарям. Ведь они – это искаженные потомки человечества, существа, произошедшие от людей, но они давно утратили все человеческое. Они считают себя новой, более совершенной формой жизни, эффективной,
рациональный, без слабостей и эмоций. Возвращение человечества для них – это, я бы сказал, регресс. Они не просто мешают главному герою найти Грааль, они просто идеологически против самого существования людей, ведь, по их мнению, старый мир должен окончательно исчезнуть и уступить место новому порядку. Поэтому, грубо говоря, это настоящая война за право определить, кто вообще достоин существовать в этом мире. Давайте поговорим по поводу механик геймплея. Любое движение в игре завязано на скорости и точности печати команд, как ты уже понял. А для передвижений используется команда Move с координатами по осям X и Y, как в шахматах. Похожая команда, но уже начинающаяся на атак, отвечает за атаки. Блядь. По мере прохождения ты будешь получать новое оружие, которое разбросано по всему миру. Это может быть как простой меч, так и полноценный дробовик, позволяющий гасить врагов на расстоянии. Для дальнобойного оружия требуются патроны, и тут стоит отдельно упомянуть одну интересную особенность. В этой игре подбор и использование предметов также нужно вводить вручную. Чтобы подобрать патроны, нужно подойти к ним и буквально напечатать «Pick up shotgun ammo». То же самое и с аптечками, и ключами. Применяются они, как ты уже догадался, точно так же. И вообще, забудь про мышку, она тут нужна только для загрузки сохранений. Так вот, само оружие нам нужно, как ты уже понял, для того, чтобы отбиваться от врагов. И здесь их довольно много, и они да более разнообразные, подход к каждому, соответственно, индивидуальный. Есть, например, враги, которых ненадолго можно оглушить через ввод текста, появляющегося над их головами. Это, кстати, довольно полезная вещь, запомни ее. Оглушение длится недолго, поэтому сильно на него рассчитывать не стоит, но в нужный момент оно может выручить. Далее идут враги с пушками, и, как ты уже понял, они стреляют и наносят большой урон. Но при этом их перезарядка довольно долгая. И если научиться уворачиваться и вовремя использовать укрытие, то можно спокойно сокращать дистанцию и разбираться с ними. Но все же не геройствуй, потому что я на этом нередко лажал. Must. Stop. Stop you. Есть и враги, которые делают рывок в твою сторону после небольшого отсчета. С ними можно неплохо сыграть против них самих, так как их копья наносят урон как и тебе, так и другим врагам. К слову, урон от выстрелов работает по тому же принципу, поэтому здесь нужна смекалочка, ну и, соответственно, реакция. Ты понял. Но есть здесь отдельная каста врагов, за которых разработчик будет долго гореть в аду. Это саппорты. Они добавляют в строку ввода, твою строку ввода, случайные буквы, из-за чего приходится по несколько раз вводить одну и ту же команду, чтобы банально создать дистанцию, что уж там про ударить. Радует только одно, умирают они с одной тычки и сами по себе урон не наносят. Так что если ты видишь саппортов, бей их первыми, потому что иначе твоя жопа просто сгорит. Игра разделена на 3 локации, и в каждой есть свои враги, свои механики и свои боссы. Ну и, соответственно, с каждым разом механики будут дополнять друг друга. Поэтому я бы порекомендовал тебе лучше изучить каких-то врагов на первой локации, потому что и во второй они появятся, ну и в третьей, соответственно. А боссы... это, блядь, просто вау. Настоящая сессия ведь требует к себе все те знания, что ты получаешь по ходу прохождения. Итак, первый босс может получать урон лишь после того, как ты введешь набор текста, что висит над его головой, вспоминая тех противников. И то нужно, чтобы он был повернут к тебе в тот момент, когда оголяет свою уязвимую зону, ведь ты можешь банально не успеть к ней подъехать, что уж там говорить об ударах по ней. А пока ты активно пытаешься вводить его фразы и промахиваешься, босс будет пытаться зажать тебя в и так довольно узкой арене, но тебе хватит всего 3 команды для передвижения, чтобы стильно маневрировать, ну или сосать, и думаю, через попыток 15 ты сможешь его ушатать, так что не писайся, что игра сложная. Да, она сложная, но не невозможная. Но все-таки меня очень пугает ачивка, где нужно убить Херода мечом на высокой сложности, так еще и без урона. Спасибо, нахуй надо. Второй босс не такой трудный, как первый, однако именно у него появляются те самые саппорты, что мешают нормально вводить команды. Более того, с каждым его оглушением твоя строка ввода постоянно отражается то по горизонтали, то по вертикали, а то и вовсе и так, и эдак. И
Порой сложно понять, что ты там вообще пишешь, так еще и лишние буквы добавляются, бля. Количество хп у босса внушительное, а огнестрелом его не убьешь, ибо банально патронов не хватит. Придется приближаться и бить мечом. Ну, в общем, я знатно сгорел на этом боссе, больше не хочу с ним играть. Похоже, ачивка есть у него. Короче, ладно, не мучай себя. Третий... нет, стоп. Я не договорил по поводу механик. Если тебе показалось, что игра сложная, то, во-первых, тебе не кажется, а во-вторых, это еще не самое ужасное, ибо как в третьей локации время от времени придется вводить команды буквально задом наперед. И я сейчас не шучу. В некоторых местах встречаются источники энергии, в радиусе которых твои команды пишутся с конца, то есть для перемещения нужно сперва написать координаты, а уже потом саму команду, так еще и от последней буквы к первой. То есть не move, а евом. Ага, интересно. И вот тут у меня по-настоящему сгорела жопа, ведь как можно действовать быстро, когда к тебе движется враг, а тебе нужно нейтрализовать источник энергии, что делает вот команд в 3, нет, в 5 раз сложнее. Пока додумаешься, что писать, тебя уже несколько раз ударит враг, и хп практически не останется, а система сохранений работает не всегда стабильно. Ну да, но все-таки хп поначалу у тебя мало, и чтобы его было много, тебе нужна прокачка, и да... Прокачка в этой игре есть. И устроена она реально интересно. После прохождения крупных сегментов открывается возможность улучшать один из 4 геймплейных элементов. Можно улучшить запас хп, расширить количество патронов в пачке, а можно прокачать сами команды движения и атаки. При вводе первых букв команда начинает дописываться за тебя автоматически. По сути, игра начинает уже подстраиваться под тебя, под твой стиль печати, и это очень помогает. Но все-таки поначалу ощущения очень странные, ведь ты уже привык вбивать команды полностью, от первой буквы до последней, на автомате, и в какой-то момент ловишь себя на том, что вместо обычного move пишешь movie, потому что система уже дописала команду, а пальцы по привычке продолжают печатать дальше. Получается, вроде как получил апгрейд, но... По ощущениям, это какой-то даунгрейд, но со временем ты к этому привыкаешь. Это уже даже какое-то намеренное усложнение. Тоже бесит, но со временем понимаешь, что не зря прокачался. Управление становится заметно плавнее, быстрее, комфортнее, но вот этот этап адаптации очень хорошо чувствуется и добавляет игре еще один уровень напряжения. Уже нет врагов, а твоих пальцев, ведь они еще не успели перестроиться под новые правила. Ну и да, конечно же, даже прокачка здесь происходит через ввод команд. Как всегда, все через строку. И вот после всего того, что я рассказал, ты можешь забыть, потому что пока я писал этот сценарий, разработчик выкатил обновление, где удалил прокачку команд на движение и атаку и вместо них запихнул систему макросов. То есть теперь ты можешь настроить себе 4 команды, которые вызываются комбинацией клавиш. И я уже понял, как облегчить себе жизнь на моменте, где команды нужно писать задом наперед. Ты просто пишешь макрос, предварительно вписав команду задом наперед, а внутри этого поля команда пишется нормально. О как. Ну ладно, возможно, макросы не такое говно, как мне изначально показалось, но тогда и обзор какой-то странный получается. Ну ладно. Так вот, я там недорассказал про третьего босса. Ой, бля. Если кратко, это комбинация из всего того, что ты встречал по ходу игры. Ввод текста для оглушения, мешающие вводить команды дебилы, перевернутый ввод, да еще и босс, который становится неуязвимым, пока тянется в твою сторону. Это настоящий ад, и я совершенно не удивлен, что многие оставляли негативные отзывы из-за высокой сложности, а я, чтоб ты понимал, играл на средней. Боюсь представить, что там на хардмоде, ну и, конечно, по канону хардкорных игр здесь есть ачивка, где нельзя вообще себя апгрейдить и пройти игру голышом. И после всего этого тебе, возможно, будет интересно узнать, а какая же в этой игре концовка? Ради чего мы все это время страдали и ломали клавиатуру? После финального босса нам наконец-то будет открыт путь к Граалю, а пока мы к нему направляемся, по пути нам будут встречаться сломанные киборги, которые могут лишь сказать нам, что мы предатель, что совершаем ошибку и вообще поплатимся за то, что сделаем. Рыцарь подъезжает к богоподобной сущности, что спрашивает его, кому Грааль служит. Я ответил, что мне. После этого Грааль запускает программу и заново генерирует весь мир. На этом игра заканчивается. Да, все настолько быстро и просто. Что произошло с миром после этого, никто и никогда не узнает. Нам остается лишь
гадать. Так и выходит. Игра с первых минут берет над тобой верх. Пока ты учишь команды, она уже меняет правила. То перевернет ввод, то кинет саппортов, которые портят твой текст, то вынуждает менять подход после, казалось бы, апгрейда тебя самого. И становится очевидно, эти враги атакуют не персонажа, а тебя, игрока. И в конечном итоге понимаешь, что это не ты управляешь игрой, а сама игра управляет тобой. Но все же, могу ли я порекомендовать эту игру? Да, могу. Хоть она и сложна в освоении, ее визуальный стиль и интересный геймплей заставили меня пройти ее от начала и до конца, несмотря на то, как я бомбил все те 6 часов, пока находился в этой игре. Спасибо за просмотр. Видос вышел коротким, но надеюсь, тебе понравилось. Игру можно купить в Стиме, но если не хочешь портить себе вечер, я не осуждаю. Если ты здесь впервые, то подписывайся и делись своим мнением об этой игре. Ну и напоминаю, что можно подписаться на Telegram, куда я активно пишу посты и устраиваю интерактивы. Жду всех. Меня зовут Ростислав. И всех благ. Иначе тебе будет сниться, как ты играешь в эту игру и постоянно сосешь.